Здравствуйте, вы на канале Elite Art Studio и я, Элеонора, художник. Покажу вам сегодня, как я писала цыплят, участников моего марафона 25 портретов домашних животных. Вы видите сейчас, что я покрыла холст голубой краской, а цыплят розово-красной краской в протирочку небольшим слоем, так, чтобы холст светился. Конечно, мы прежде всего наносим контуры, точки, где будем располагать предмет. То есть делаем набросок. А затем уже делаем имприматуру, то есть первый слой краски. Почему я выбрала такие оттенки? Цыплята желтенькие, а желтый с голубым являются комплементарными цветами. То есть они говорят друг другу комплименты, хорошо сочетаются друг между другом. Для того, чтобы цыплята получились яркими, желтыми, на нижний слой наносим краплак с кадмием красным. И тогда желтый цвет, который будет наноситься потом, будет у нас светиться, будет ярким. Если бы я нанесла голубую краску под желтый, то цыплята бы у меня оказались зелеными, что нам, конечно, невыгодно. Разметила точки, отметила, где будут крылышки, лапки стоять. И выбрала двоих, потому что у меня вот такой формат. Прямоугольный, горизонтальный. Там, где голубая краска на фоне, она разбавлена немножко с белилами титановыми. И покрыт холст таким тоненьким-тоненьким слоем. Я потом тряпочкой вытирая, оставила такие прожилки. Сейчас я уже наношу желтую краску. Это смесь кадмия желтого среднего с охрой желтой. Она дает такой глуховатый оттенок, не дает сразу яркости. То есть поверх вот этой розового цвета, да, розовато-красного, мы наносим вот такой вот желтовато-охряный. Затем уже вот на головке цыплят я наношу кадмий средний, желтый средний. И постепенно начинаю высветлять те участки, которые находятся на свету. Вы видите, что под головками, под попами цыплят, под крылышками темный цвет, то есть показана тень. Эта тень дает нам возможность выделить цыплят, сделать их объемными, живыми. Вот сейчас я начала углублять эту тень еще больше внизу, да, под цыпленком. А свет высветлять еще больше. То есть мы проходимся по этим местам много-много раз небольшим слоем краски, штриховательными движениями, чтобы подчеркнуть фактуру перышек, мелких перышек цыпленка. Нанося резкие какие-то края, я потом их растушевываю кисточкой. Вот еще добавила на лапку, но уже красноватую краску. Здесь у меня кадмий красный и краплак розовый прочный. Лапки у цыплят краснят, но в то же время они находятся в тени, поэтому я добавляю краплак. Прохожусь по контуру, потом уже продвигаюсь к пальчикам. В основном наношу вот эту темноватую краску, да, красную, на контур и под лапкой. Задние лапки чуть темнее, то есть у заднего цыпленка.
У переднего чуть-чуть светлее. Под лапками темно-синяя глубокая тень. Отделила одну лапку от другой, чтобы у них был контур, чтобы они отделялись друг от дружки, не сливались. Ну вот сейчас выделяю горизонтальную поверхность, добавляю тень, которая падает от цыплят на поверхность. То есть перед ними светлый тон, позади них темный. Потому что свет у нас идет вот от нас, как бы, да, справа. Ну и мне показалось, что для такого формата я недостаточно продумала композицию. И чтобы заполнить эту пустоту, я добавляю яйцо, которое сначала вот я расположила тоже не очень удобно. Ну, когда сидишь близко возле полотна, и взгляд замыливается, и не получается сразу добавить то, что нужно. Потом холст очень мокрый такой, он очень быстро я писала этих цыплят, и поэтому не совсем получается сразу набросать вот яйцо. Оно у меня немножко с наклоном, оно так и останется потом в дальнейшем с небольшим наклоном. Но я его поначалу вот расположила за цыпленком. Потом я уже продумала, что это неправильно, и начала его вытягивать немножко сюда вперед. Краска плохо поддается, она практически не стала еще на холст. И поскольку я пишу тонкими слоями, тяжеловато. Лучше было бы сразу протереть поверхность и потом наносить краску. Ну вот сейчас я опять же под предметом, да, под яйцом делаю глубокую тень, которая падает от него на поверхность. Вот сейчас я сливаю яйцо с цыпленком, который стоит сзади. Вот, до меня дошло, что нужно взять тряпочку и вытереть лишнее. И я ремонтирую фон. Он, конечно, не будет таким красивым, как вот первоначальный, то есть с просветами холста. Так, небольшой перерыв был сделан. Потом я яйцо немного уменьшила и закрасила его красным цветом в тон лапкам. Добавляю также немножко красного на цыплят, чтобы они гармонично сочетались. Опять же, классическое сочетание синий, желтый, красный. Цвета, которые очень хорошо смотрятся вместе. Особенно, конечно, вот желтый, когда наносите, значит, смотрите, чтобы под желтый класть именно красный цвет. Добавляю красный на носики, на клювики и под вот в теневые зоны. Вы видите, да, вот сейчас крылышко и животик. Теперь гармонично смотрятся все вместе цыплята и яйцо. И можно высветлять те места, куда падает свет. Ну вот я наношу кадмий желтый средний кое-где, чтобы уже больше показать цвета. Выравниваю границы касания с фоном.
Резкие границы убираю, сглаживаю какие-то контуры. Здесь под тень под клювиком, и дальше идет светлая. То же самое вот с правой стороны мы должны тоже показать, что падает свет, чтобы цыпленок был объемным. Поскольку у нас на заднем плане, значит левая его часть будет в тени, а передний здесь цыпленок, который на переднем плане, он отделяется у нас светом. Ну, вот я начала добавлять кадмий лимонный. Он холодный, гармонично сочетается с голубой краской, голубой ФЦ, которая на фоне. И показывает нам освещенные места. Вы видите, что штришки я наношу по форме, по росту перышек цыпленка. Хорошо вышло крылышко. И вот цыпленок у нас наклонен немножко вперед, как бы присел. Вот теперь цыпленок на дальнем плане. Здесь вот на этой картине я не очень много времени затратила. Было очень легко их рисовать. Особой сложности вообще не предоставляют. Думаю, что вот для начинающих, как раз кто хочет научиться рисовать животных, начните с цыплят. Я думаю, что они у вас получатся. Ну вот подправляю носик, клювик вернее, носик. Добавляю света на клюв. Проверяю еще раз все, чтобы правильно было расположены пятна света и тени. Контраст, еще больше света вот с правой стороны, потому что он падает как раз с правой стороны сверху. Выравниваю нижние контуры. Делаю такие, как перышки, как торчащие на фон. Ну, теперь дошла до головки. Тоже весь контур прохожусь такими штришками. Добавляю еще больше тени под головками. Детали вырисовываю побольше, чтобы мордочка, головка была похожа на головку цыпленка, чтобы она выходила на передний план. Вот корректирую лапки. Там на лапках коготки, их надо тоже было показать более темным оттенком. А масляная краска, поскольку она сохнет не быстро, позволяет нам корректировать столько, сколько нужно. Краски смешиваются. Фон, например, вмешивается в контуры цыпленка.
И получается такой, да, зеленоватый немножко оттенок, но он не присутствует на всех цыплятах полностью. Потому что цыплята, они не могут быть зелеными, они желтенькие. Но голубой фон всегда дает рефлекс на желтом. И получается зеленоватый оттенок. Главное, чтобы цыпленок ваш не был закрашен полностью зеленым. А если фон отражается на цыпленке, значит вы все правильно нарисовали. Углубляю тень под лапками. Для теней здесь я взяла краплак и голубой ФЦ. Они очень хорошо дают вот такой вот глубокий темный цвет. Вы видите его немного. Это глазки и тени под лапками. Ну, еще будет тень под яйцом. Спасибо большое за просмотр. Рисуйте вместе со мной. Желаю вам удачи. Будьте счастливы. Ставьте лайки или дизлайки.